В декабре все настолько внимательно следили за ценой биткоина, что забыли о главном событии, которое произойдет уже в начале следующего года. И да, это одобрение биткоин ETF. Все мы помним тот день, когда мировой гигант BlackRock подал первую заявку в SEC, после чего было много мнений, что спотовый ETF на биткоин ни при каких условиях не появится на рынке США. Вот только с каждым днем шансы на одобрение поднимались все выше и выше. Новые компании также начали подавать ETF заявки, а положительные прогнозы экспертов только добавляли уверенности в том, что ETF реально могут одобрить. Но после того, как на этом интервью Гэри Генслер прямым текстом сказал, что теперь SEC по-новому смотрит на биткоин ETF, его одобрение стало неизбежным и почти гарантированным. А это означает, что уже в начале следующего года крупные институциональные инвесторы принесут на рынок миллионы долларов, за счет чего биткоин пробьет новый исторический максимум. Но это еще не все, потому что Джером Пауэлл впервые за последние 1,5 года дал зеленый сигнал и наконец-то заявил, что ФРС готова понижать процентные ставки. На этом фоне индекс доллара просто улетел вниз, а доходность по облигациям упала до минимальных уровней, потому что теперь, когда экономике не угрожают высокие процентные ставки, инвесторы будут покупать 3 вещи, а именно акции, золото, ну и конечно же биткоин. Таких положительных новостей на рынке не было со времен булрана 2021 года, и единственное, к чему нам стоит готовиться, это еще к более сильному росту, потому что в первые 2 недели следующего года SEC должна одобрить ETF. Вот поэтому в сегодняшнем видео вы не только узнаете четкую дату, когда на рынке США появится ETF, но еще заранее будете знать, до какого уровня может вырасти биткоин, потому что сегодня мы разберем важнейшее выступление Пауэлла, обсудим интервью Генслера, а также вас ждет эксклюзивный анализ по биткоину, поэтому досмотрите это видео до конца. А поскольку 2023 год уже подходит к концу, самое время составить прогноз на 2024 год. И если вы желаете, чтобы ролик с прогнозом на следующий год вышел гораздо раньше, давайте наберем 800 лайков под этим видео. За вашу поддержку вам всегда огромное спасибо и приятного просмотра. Вы на канале Coin22, с вами Влад, давайте начинать. Что ж, друзья, одним из главных событий этой недели, благодаря которому биткоин удержался выше 41 тысячи и даже вырос на 7%, стало заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла. В нашем телеграм-канале мы подробно разбирали это событие и еще за день до встречи ФРС предупреждали вас, что стоит готовиться к волатильности на рынке. Поэтому, если вы до сих пор не подписаны на наш телеграм и пропускаете такие новости, обязательно подпишитесь. Ведь только так вы сможете оперативно получать самую важную информацию и быть первым в курсе всех событий. Кстати, сейчас у нас проходит голосование по поводу того, на какую монету снять подробный обзор. И как вы видите, лидирует монета AVAX. Поэтому переходите, голосуйте, и мы сделаем для вас очень интересный ролик. Но поскольку в среду 13 числа Пауэлл дал очень важный зеленый сигнал, давайте начнем именно с разбора речи Пауэлла. Ведь после того, как он сказал, что инфляция значительно упала за этот год, без особого роста безработицы, а также без начала рецессии, он добавил, что сейчас ФРС задумывается над тем, чтобы приступить к снижению ставок. И это была первая встреча за последние 1,5 года, когда Пауэлл наконец-то сказал про снижение ставок. И вы только посмотрите, что произошло с индексом доллара. Он упал до минимального уровня за последние 3 месяца. И есть очень большие шансы, что он продолжит падать еще ниже. Ведь Пауэлл прямым текстом говорит, что повышение ставок уже не является главной целью ФРС. И по его словам, они сделали достаточно, чтобы инфляция не продолжала расти. И что самое главное, понижение ставок может произойти уже в следующем году, потому что 17 из 19 политиков ФРС прогнозируют снижение к концу следующего года. Причем никто из них не ожидает повышения. А в это время многие эксперты утверждают, что первое снижение ставки на 1,5% будет уже в марте. Да, вот такой хороший подарок перед Новым годом сделал для нас Джером Пауэлл, после которого биткоин удержался на своих уровнях. Но если вы спросите, почему из-за снижения ставок биткоин будет расти, я вам покажу график доходности по облигациям. У десятилетних казначейских облигаций произошло одно из самых крупнейших падений за последнее время, потому что индекс доллара упал. А вот дешевый доллар – это самое лучшее время для роста акций и крипты. Посмотрите на индекс Dow Jones. Он пробил новый исторический максимум, и S&P 500 также находится около максимальных уровней. Такой положительный сигнал от Пауэлла будет продолжать толкать акции биткоин вверх, ведь инвесторы уже не покупают облигации как раньше, а жадно скупают рискованные активы и, конечно же, золото, потому что первое снижение ставок может произойти гораздо быстрее, чем мы думали ранее. А последними важными экономическими событиями, за которыми стоит следить в декабре, станут данные по ВВП 21 числа, а также ценовой индекс расходов 22 декабря, поэтому будем внимательно следить за рынком в эти дни. Но на фоне роста биткоина до 41
44 тысяч и положительных новостей от ФРС, все как будто бы забыли, что нас ждет в январе. Но я вам напомню, ведь уже в январе нас ждет одобрение ETF, до которого осталось меньше месяца. И обратите внимание, как изменилась риторика Генслера по поводу ETF, когда он давал интервью каналу CNBC. Ведь вспоминая летнее поражение против Grayscale в суде, Генслер сказал: «Я председатель комиссии, и я не собираюсь судить заранее что-либо, что сейчас проходит через этот процесс. И как вы, возможно, знаете, в прошлом мы отклоняли ряд таких заявлений, но суды здесь, в округе Колумбия, решили это, и поэтому мы взглянем на это по-новому, основываясь на этих судебных решениях». И что это, если не прямое признание поражения? Теперь Генслер смотрит на ETF совершенно по другим углом, и учитывая, сколько раз SEC проигрывала в суде только за последние полгода, победителем в этом противостоянии станет BlackRock, Fidelity, Coinbase и большое количество других компаний, которые сейчас принимают участие в запуске ETF. А в сочетании с будущим снижением процентных ставок и падением индекса доллара мы получаем очень сильный катализатор, который может обеспечить рост не только биткоина, но и всего рынка, особенно после текущей консолидации. Поэтому, если вы не успели заработать на росте в сентябре, октябре, в ноябре и даже в начале декабря, не продолжайте совершать такие ошибки, а лучше присоединяйтесь к нашей подписке Coin22 Pro, которая позволит вам заранее получать прибыльную аналитику рынка. В каждой сделке, как, например, шорт по монете Matic, наши аналитики указывают лучшие точки входа и уровни для фиксации от 50% прибыли, за счет чего вы сможете зарабатывать на таких сделках, даже если вы новичок. Ведь перед этим вы пройдете подробное обучение, а также на всех этапах работы вам будет помогать круглосуточная поддержка. Дополнительно мы соберем для вас индивидуальный криптопортфель, чтобы зарабатывать в долгосрочной перспективе. Более подробно ознакомиться с подпиской Pro вы всегда можете на нашем официальном сайте. И напоминаю, что в преддверии Нового года у нас продолжает действовать акция, поэтому не упускайте такую возможность, а просто напишите нам по ссылке в описании. Но если одобрение неизбежно, то очевидный вопрос, в какой день это произойдет. Ведь давайте не забывать, что сейчас SEC рассматривает около 12 ETF заявок. Если взять пятерку заявок, которые первыми могут получить одобрение, то мы получим рамки с 5 по 10 января, о которых я говорил еще в прошлых роликах. И в принципе решение SEC мы должны получить в какой-то из этих дней. Но также нужно учитывать окончательный дедлайн, который, например, у Bitwise заканчивается 14 января, а у BlackRock 15. То есть, если посмотреть на календарь, мы увидим 2 недели, где SEC может озвучить решение по заявкам. Но если с 5 по 10 убрать выходные дни, мы получим только 5 дней на одной неделе и 1 день на следующей. И таким образом первые одобрения будут в те дни, которые отмечены зеленым цветом, из-за чего нам нужно очень внимательно следить за новостями и ждать новогодний подарок от главы SEC. Но возвращаясь к вопросу, чей ETF будет одобрен первым, давайте разберем прогнозы аналитика Bloomberg Джеймса Сейферта, ведь он считает, что SEC одобрит все ETF заявки одновременно. И это связано с тем, что SEC не хочет, чтобы на рынке была одна или две компании, которые будут полностью контролировать биткоин. В принципе, в этом есть логика, потому что если хотя бы один ETF будет одобрен, то у SEC больше не останется оправданий отклонять другие заявки. И подтверждением теории, что SEC сразу одобрит несколько ETF, является постоянные встречи представителей компаний с сотрудниками SEC, особенно если мы говорим о BlackRock. Ведь только за последний месяц было зафиксировано 3 официальных встречи SEC и BlackRock, причем последняя была 14 числа, на которой присутствовал сам Гэри Генслер. И, кстати, именно после нее он дал это интервью, в котором кардинально изменил свою риторику. Поэтому я не думаю, что это было совпадение. Но несмотря на то, что у SEC уже не осталось вариантов переносить или отклонять заявки на ETF, Генслер по-прежнему не хочет работать над созданием правил для крипторынка, ведь в конце недели SEC отклонила петицию Coinbase. Генслер, как всегда, в своем репертуаре заявляет, что обычных правил для контроля акций вполне достаточно для криптовалюты, хотя все мы знаем, что он сам не может сказать, что является ценной бумагой, а что нет. Поэтому ждем, пока правительство США возьмет контроль над криптой в свои руки. Как вы понимаете, причин, почему SEC одобрит ETF, гораздо больше, чем факторов, которые заставят их отклонить эти заявки, что несомненно положительно повлияет на биткоин. Но сколько может стоить биткоин после одобрения, учитывая, что он уже вырос выше 40 тысяч долларов? Да, сейчас есть огромное количество прогнозов, что биткоин будет стоить 100 тысяч, миллион долларов и даже больше. Вот только чтобы понять хотя бы приблизительную цену, предлагаю вам перейти на график. Как мы видим, в первой неделе декабря было очень активное движение с тестированием нового годового максимума на уровне 44 700 долларов. Но после этого жадность на рынке снизилась, торговые объемы упали и произошло это сильное падение на 8%. После такого движения все, конечно же, приготовились к тому, что биткоин продолжит падать дальше, ниже 40 и 38 тысяч долларов. Но еще вот в этом видео я говорил, что новостной фон и большое количество положительных катализаторов просто не позволят биткоину опуститься до минимальных уровней поддержки, что, собственно говоря, и произошло, потому что биткоин начал консолидацию вот в этом широком диапазоне. И вероятнее всего консолидация продлится на следующей неделе, пока биткоин не выйдет из этого треугольника. Такие сужающиеся треугольники чаще всего приводят к резкому пробою либо вверх, либо вниз. Но когда мы окажемся вот в этой точке, шансов на продолжение роста
роста будет больше. Ведь помните, в прошлом ролике я также говорил про недельный RSI. Так вот, он до сих пор находится выше уровня 70. И если мы возьмем данные за прошлый период, то мы увидим, как биткоин входил в активную фазу роста в 17, 19 и 21 году. Поэтому пока RSI выше 70, можно сказать, что от сильного падения мы застрахованы. А глядя на то, что в диапазоне с 36 до 41 700 долларов примерно 5 миллионов адресов накопили биткоин, то на этих уровнях должна сохраниться уверенная поддержка. И после успешной консолидации выше 40 тысяч долларов, первая наша цель это 45 тысяч, далее 48, ну и конечно же психологически важный уровень 50 тысяч долларов, которому осталось меньше 20%. Поэтому к одобрению ETF нужно готовиться уже сейчас, а не подбирать, в какой день вам нужно купить биткоин. ETF могут одобрить в любой из этих дней, так что если вы собираетесь покупать биткоин, лучше первую часть купить по текущим рыночным ценам, ведь так вы уже будете не с пустыми руками, потому что на этом фоне биткоин может легко вырасти выше 50 тысяч. В первых числах января нам нужно быть готовым как никогда, ведь для биткоина такое событие происходит впервые за всю его историю, поэтому мы будем следить за рынком 24/7 и делиться только самой важной информацией в нашем телеграм-канале, и если вы не хотите пропускать это историческое событие, обязательно подпишитесь. Также не забудьте поддержать ролик лайком и жмите на колокольчик, ведь скоро вас ждет большой прогноз на следующий год. Всем, кто досмотрел до конца, спасибо, желаю вам удачи, до скорых встреч!